Приветствую всех на новом нашем объекте. В этот раз будем строить павильон проката и гараж для спецтехники. На все вместе это будет каток в городе Серпухов, Подмосковье. На открытии будет много известных людей. Такого Серпухов еще не видел. Ссылку на открытие оставлю в описании. А я расскажу, как мы строили и с какими трудностями столкнулись. Присаживайтесь поудобнее, смотрите до конца, не перематывайте. Не забывайте писать комментарии, ну и подписывайтесь на канал. Взяли в аренду вот такой вот цех с кранвалкой. Хороший цех, просторный, но есть одна проблема. Сюда не может повернуть фура. Поэтому выгрузили все на улице. И потом уже манипулятором затаскивали внутрь цеха. Ну, как обычно, трудностей мы не боимся. Естественно, станков у нас никаких нет, потому как мы не занимаемся изготовлением таких крупных объектов постоянно. Поэтому пилим все обычными болгарками. Варить будем обычным сварочником. Первым делом изготовили стол для чертежей. Чертежей очень много. Сложили их вот так. Дальше парни нарезают детали все по чертежам. Ну и перекладываем на сварочный стол. Вот так он у нас выглядит. И начинаем все обваривать. Это уже у нас балка будет, покрытие. Ну а на сборке действуем так. Сначала собираем все на прихватке. Потом проверяем все по чертежам. Все ли на своих местах. Ну а уже после обвариваем. На изготовление очень важно перепроверить все по несколько раз. Потому как даже маленькая ошибка на каждом этапе может привести к большой в конечном результате. Поэтому проверяем на каждом этапе. Отрезали, проверили, прихватили, проверили. Ну и отверстия пластин тоже очень важно сверлить четко по чертежам. Готовые конструкции откладываем в сторонку вот такими штабелями. После будем уже красить. Отдельной малярки у нас тут, естественно, нет. Поэтому сначала сделаем все конструкции. Ну а потом уже будем зачищать, красить. Ну а пока очень много сварки. Обвариваю все один электродом 4. Получается не так уж быстро. Полуавтоматами побыстрее было бы. Электроды используем ОНИ 1355. Сам варю, сам произвожу контроль сварочных швов. Масса не выдержала такой напряженной работы, загорелась. Проект хоть и не наш, но нижняя обвязка здесь тоже есть. Вот так она выглядит. 9 метров длиной. И пластины приварены, на них колонны будут вставать. Да, одну из колонн пришлось стыковать. Вот стыкуем ее так вот через пластины. Ну, сначала обварил швы, потом сверху пластины. Со всех сторон получается. Ну, кроме одной, вот эту сторону пластину не ставим. Здесь будет панель прилегать. Поэтому без пластины. Все швы варил как под УЗК. Итак, все конструкции мы сварили. Начинаем их красить. Покрасили и складываем опять же штабеля. Собираем в пачки, чтобы потом вытаскивать уже на погрузку. Грузить будем опять манипулятором на улицу вытаскиваем. А дальше козловым краном загружаем все в фуру. Будем отправлять на Серпухов. Пришлось потрудиться, чтобы все влезло в одну машину. Приехали на объект. Здесь опять нас ждали трудности. Фура не может подъехать к объекту. Очень узенькая дорога и вся раскисшая. Пришлось брать манипулятор. Забираем из фуры и перевозим уже непосредственно к объекту. Конструкций получилось много. Пришлось целый день их перевозить. И это только павильон проката. Еще у нас будет гараж. Но гараж небольшой. И он поближе к дороге находится. Будет попроще. Да, и дорога у нас вся раскисшая. Манипулятор тоже с трудом здесь проезжал. Часто буксовал. И приходилось его там подсыпать, вытаскивать. В общем, условия не очень. Рассчитывали, что будет замерзшее. Но все раскисло.
И начинаем монтаж. Укладываем нижнюю вязку. Постелили технониколь между металлом и бетоном. И раскладываем по всему периметру. Сверху будем устанавливать колонны на эти пятки. Тоже все диагонали проверили, промерили. Все хорошо, все ровно. Дальше начнем монтировать колонны. Колонны устанавливаем на болты. И болтами выравниваем, по уровню выставляем. Не затягиваем. Просто выставляем по уровню, чтобы они стояли. А затягивать будем уже после того, как соберем всю конструкцию. То же самое, как со сваркой, только с болтами. Сначала все собираем на прихватке. А тут, получается, собираем не затягивая. И потом, когда конструкция уже вся собрана, протягиваем все. Итак, смонтировали все, что можно было с одной точки, чтобы лишний раз не кататься по этой военной дороге. Вот, и дальше перекидываем металл, частично грузим в кузов, частично просто перебрасываем. И будем переезжать на длинную часть здания и монтировать дальше. Подъезд у нас к зданию есть только с двух сторон. Вот это вот короткая часть, где мы стояли, и вот длинная. Ко всем остальным не подъехать. Здесь у нас вот будущий каток, а с той стороны парк, дорожка. Ну, манипулятора стрела больше 20 метров. В общем, с двух точек он все достал. Итак, смонтировали мы павильон проката будущий. Следующим этапом будем монтировать гараж. Это выше всех ожиданий. И благодаря тому, что все перепроверяли, все у нас хорошо сошлось. Без всяких подрезов. И тем временем приехал наш гараж. Вот столько всего конструкций. Мало по сравнению с павильоном. Суть та же. Нижняя обвязка, потом сверху колонны и все остальное. Вот эта пустота между плитой и трубами будет заполняться утеплителем. И сверху пол уже. Так, это будет у нас гараж для техника, который будет обслуживать каток. Там будет павильон проката. Но вот это поле, это и есть будущий каток. Смонтировали конструкции гаража. Гараж тоже вот такой. Высокая часть одна, другая низкая. Следующий этап сэндвич панели. Привезли нам панели. Как мы помним, сюда не заехать. Поэтому опять перегружаем манипулятор, возим. А кровельные панели, они вообще длинные. Манипулятором не подвести, поэтому перебрасывали краном поближе. И уже тут из-за забора манипулятором вытаскивали к нашему зданию поближе. Но это все на павильон. Гараж там рядышком с дорогой, все будет попроще. Ну и начинаем монтировать. Используем вакуумный подъемник. Да, монтаж у нас тут вертикальный. Поэтому цепляем панель вот таким образом. И будем зашивать сначала вот этот маленький торец. Потому что длинные торцы у нас будут с выступом, с парапетом. Потом смонтируем кровлю, а потом уже будем длинные торцы зашивать. Панели у нас наполнение пир. Не выговорю такое слово. Монтируем кровлю. Здесь у нас свес будет с одной стороны. И по длинным торцам панели будут выходить вверх, как парапет. Кровельные панели у нас тут по 11 метров. Толщина 120 миллиметров, что стена, что кровля. Смонтировали начальные вот панели тут по углам. Сейчас поедем на вторую сторону. Зашьем тоже короткую стену и закроем всю остальную кровлю. И потом будем уже делать длинные части. Итак, две короткие стены зашили, кровлю зашили. Теперь остается две длинные. Вот здесь уже установили входные группы. Будем аккуратно обходить их, чтобы стекла не побить. Да, тут еще сложность, что манипулятор стоит только с той стороны. Сюда он подъехать не может. Поэтому приходится вот так через здание перекидывать. Ну, подсказывать ему. Ну, эту стену пока не зашиваем, чтобы он хоть что-то видел. Примерно куда заводит панели. Панели смонтировали вот такими ступеньками. Потом обрежем его, чтобы повторял контур крыши. Панели все полностью смонтировали. Сейчас пройдем все швы пеной.
Сейчас наша задача все швы закрыть, сделать теплый контур. Все наши металлоконструкции будут обрабатываться специальной огнезащитной краской, а ее нужно наносить только в сухом помещении, в теплом сухом помещении. Вот, поэтому сейчас будем все это закрывать дело, греть, и потом уже придут люди делать огнезащиту. Установили газовую пушку. Вентиляции нет, поэтому проблематично высушить помещение. Приходится то открывать двери, то закрывать, как-то контролировать процесс. А эта противопожарная краска наносится только на сухой материал. Она на основе, на водной основе, как водоэмульсионка получается. Чем больше слоев, тем дольше по времени будет держать огонь, жар, не повреждая конструкцию. В нанесении ничего сложного нет, но приходится нанимать специальные фирмы, потому как у них есть документы, чтобы сдать пожарникам. Ну а мы продолжим заниматься своим делом. Пилим панели, парапет подрезаем. У нас парапет получается сантиметров 20 высотой от кровли. И чтобы не было затеканий, будет фасонка сделана вот таким образом. Та, что на кровле, обязательно должна перекрывать зуб, а та, что на парапете, должна перекрыть нижнюю фасонку. По фасаду у нас нижняя юбка, углы. Тоже углы здесь необычные. По нижней юбке тоже, чтобы не было затеканий, первую ставим под панель, следующую уже перекрываем сверху. На углу проектировщики почему-то решили вывести панель на 10 сантиметров наружу, и фасонка получилась, не так, как мы обычно делаем. Такой выступ большой. Задумали, мы сделали. Так это выглядит. Возможно, есть тут своя какая-то красота, но мы обычно делаем по-другому. Входные группы полностью стеклянные, двери и то, что между дверей. Больше никаких окон нет, только вот здесь стекло. С одной стороны и с другой. Будут с одной стороны люди заходить в павильон, а с другой уже выходить на каток. А мы постепенно переходим на гараж. Гараж тоже нужно построить. Там все то же самое, панели ставим вертикально. Погода меняется, то дождь, то мороз. Панели у нас немножко подмерзли. Эта панель была не накрыта, пришлось чистить ее. Панели, что зимой, что летом, лучше накрывать. Летом от солнца, зимой ото льда. Стены смонтировали, осталось вот закрыть кровлю. Все такое компактное, маленькое, все очень быстро происходит. Закрываем панелями. Ворота сейчас установят тоже ребята сразу. И внутри тоже сделаем эту огнезащиту. Все так же, как и на павильоне. И парапет у нас также здесь ступеньками монтировали панели. Потом подрежем. А пока мы монтируем конструкции и панели, здесь вот стелят поляну самого катка. Застилают трубы, будто охлаждающая жидкость запускаться туда. На данный момент они все соединили и компрессором накачивают воздух и проверяют, чтобы не было утечек. Мы тем временем заканчиваем гараж. У нас тут двое ворот, одна дверь. Все обходим фасонкой. Двое ворот, с одной стороны будут заезжать, с другой выезжать. Вот так задумано. В общем, смонтировали мы и гараж, и павильон. Потом отошли в сторонку и наблюдали, как люди принимают нашу работу. Прямо здесь становились чемпионами. Круто! Такой получился объект. Не забывайте писать комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч!